Мастера, всем привет! Меня зовут Юлия Никитина, и в этом видео я хочу поделиться с вами вот таким дизайном, поделиться мастер-классом по выполнению такого дизайна. Покажу все три этих варианта с елочкой Микки, елочная игрушка, и бокальчиком. Очень простой в исполнении дизайн, но есть некоторые нюансы, которые важно учитывать для получения максимально классного эффекта. Этот дизайн просто взорвал мой инстаграм по количеству комментариев, репостов и сохранений. И я думаю, что это будет очень актуальный вариант как к Новому году, так и после. Ну, выполняю уже в дальнейшем, к примеру, не елочки и бокалы, а какие-то другие силуэты, например, Микки Маус. У меня у самой на большом пальчике как раз выполнен такой Микки Маус, и у меня он сделан не в формате елочной игрушки, как здесь, а просто вот такой вот Микки. И получается такой вот очень классный перелив. Вот. Для того, чтобы мои руки не отвлекали, я сейчас одену перчатки, чтобы руки были просто как фон, и буду выполнять вот эти дизайны все вместе с вами. Покажу, что я использую, как использую и какие моменты важно учитывать для получения максимально классного эффекта. Итак, в качестве фона я буду использовать черный гель-лак от бренда Mantone. Черный, он у нас идет с артикулом BL100. Очень классный по консистенции гель-лак, очень плотно ложится на короткие ногти, достаточно всего лишь одного слоя. Итак, сейчас нанесу этот черный гель-лак на типсы. Подготовила уже 3 типса для того, чтобы выполнить дизайн. Сейчас покажу, как ложится этот черный гель-лак. Знаю, что многие мастера в поисках хорошего черного гель-лака, который будет ложиться хорошо. И вот, собственно, я вам сейчас покажу вариант такой, как Mantone. Очень плотный гель-лак и достаточно одного слоя, как на короткие ногти, так и на такую большую площадь, как этот типс, потому что он все-таки длиннее, чем в среднем длина у клиентов при носке гель-лака. Важно, конечно же, только разровнять, чтобы нигде не было проплешин. Так, теперь отправляю в лампу на просушку на 1 минуту. И повторю эту процедуру еще на 2 типсах, чтобы у нас уже было 3 готовых для выполнения вот этого дизайна. Итак, посмотрите, как классно выравнивается гель-лак самостоятельно. Прям такие классные блики у гель-лака. И это он без топа. Чем не могут похвастаться некоторые гель-лаки, то у Mantone прекраснейшей консистенции. И все цвета, которые у меня есть, также прекрасно выравниваются. И, в общем-то, даже светлые оттенки ложатся в один слой. Поэтому эту марку я вам очень-очень рекомендую. Еще раз покажу вам флакончик. Вот так вот он выглядит. Mantone. Итак, следующее, что мы будем с вами использовать, это подложку из кошачьего глаза. Подложку для дизайна, потому что в дальнейшем, собственно, весь этот классный эффект дает именно кошачий глаз, как и многие уже догадались, хотя у некоторых все равно были вопросы. Так, мы сейчас возьмем с вами первую кошку, вот такую вот зеленую, салатовую, классную, яркую. И будем с вами выполнять елочку. Мастер-класс в ускоренном варианте уже выложен у меня в инстаграм. Всего 1 минутку с музыкой, но там я не рассказываю нюансов, которыми поделюсь здесь. Давайте сначала покажу вам, как выглядит сам гель-лак. Вот такой вот он. Это очень плотная, яркая кошка, кошачий глаз, оттенок BL07. Забыла упомянуть, что фирма этих кошачьих глазов Эль Лаурель. Я уже давно работаю с этой маркой, могу вам точно гарантировать качество. Мне очень нравятся они, и у них обычно к любому сезону выходят новинки, все самое актуальное, и в том числе кошки покорили очень многих. Мало какой бренд может похвастаться таким качеством кошачьего глаза. Дальше, смотрите, беру вот такой обычный магнит для кошачьего глаза, только более мощный. Они бывают более тоненькие, вот эти магнитные пластины, но это более толстый, он более мощный. И вот его как раз буду использовать. У меня это магнит от марки Nelis. И сейчас я наношу кошечку. Учтите, что не должен быть слишком тонкий слой или слишком толстый, такой, чтобы он уже начал подтекать. Наношу полностью на весь ноготок. И учтите, что не должно быть слишком тонко. Подчеркиваю это, потому что если нанесете слишком тоненько, то яркого блика вам кошка не даст. Нанесла таким равномерным хорошим слоем.
Причем, кстати, в этом варианте дизайна вам кошку совершенно не нужно заводить под кутикулу, когда вы выполняете на клиенте, потому что все равно сверху мы примагнитим, и там саму кошку будет не видно. Теперь смотрите. Я вам хочу сейчас показать разницу в одном очень важном нюансе. Сам магнит я подношу вот таким образом. Не вот так, да, буду наклонять, а именно вот под таким углом. Примерно, наверное, 45 градусов по отношению к, в данном случае, к палочке от типса и к пальцу, соответственно, тоже. Вот таким образом подношу и смотрите. И вот так вот двигаю уже над типсом. И блик начинает двигаться в серединку. Наша задача сделать блик довольно маленьким, и чтобы он остался у нас посередине. Здесь я делаю все то же самое, только в зеркальном соотношении. Тоже под таким же углом. Так, и довожу до середины. И в середине у меня остается вот такой вот яркий блик. Если необходимо, могу еще раз продвинуть сверху, если хочу, чтобы он у меня сместился чуть ниже. И вот таким образом я получаю подвижный блик посерединке, который, в общем-то, потом будет иметь эффект как бы такой включенной елочки, которая переливается. Отправлю его сейчас в лампу. Теперь смотрите, сейчас возьму ту же кошку, но выполнять все это буду на гель-лак, который я после просушки обезжирила. Возможно, видео не передаст, но по обезжиренной поверхности кошачий глаз двигается немного мощнее. Собственно, такой вариант нам даст более яркий блик посередине, поэтому мы обезжириваем. Соответственно, мы снимаем эту легкую дисперсию, которая у нас есть у гель-лака. У гель-лака Мантон она совсем легкая. Если у вас гель-лак очень липкий, то сам кошачий глаз будет двигаться и поворачиваться от магнита хуже. Поэтому лучше будет снять хоть и небольшую, но дисперсию, чтобы она не удерживала магнитный гель-лак на себе, чтобы они у нас поворачивались, и только в серединке оставался яркий блик. Итак, наношу также равномерно. Специально взяла подальше, чтобы вам было видно, собственно, как я подношу магнит. И опять же, также под углом 45 градусов держу магнит и двигаю блик в серединку. Сейчас мы с вами сравним, отличается ли он у нас от того, который мы не обезжиривали. Двигаю серединку. Ну, в общем-то, вот сейчас у меня осталась такая бегающий такой блик сверху вниз. Теперь давайте приближаю. Вот он, который я выкрашивала сейчас на обезжиренный. И вот он тот, который я выкрашивала на необезжиренный. Вы можете заметить, что количество вот этих блестящих вкраплений на необезжиренном чуть-чуть больше. Но чуть-чуть больше за счет того, что сам по себе Мантон, он практически не липкий. Если у вас у гель-лака сильная дисперсия, то в данном случае вам будет гораздо сложнее добиться контраста по липкому слою. Поэтому сравните, есть ли разница. Вот у меня здесь совсем слегка ощутимая, но, повторюсь, это из-за того, что у гель-лака Мантон практически нет дисперсии. Вот, это один из важных моментов, которые нужно знать при выполнении вот такого вот классного эффекта. Отправляю, собственно, в лампу. Итак, следующий цвет, который буду использовать, собственно, для бокальчика. Вот он у меня. Очень красивый цвет. Вживую он еще красивее, чем здесь на типсе. Он переливается разными оттенками. Посмотрите, здесь и голубой, и фиолетовый, и зеленый. Очень красивый, в разном освещении, он по-разному играет. Прям вот очень люблю этот цвет. BL06, коллекция Blaze. Так, для тех, кому интересно, знаю, что многие спрашивают, сколько стоит. Эти гель-лаки стоят 550 рублей за штуку, где 15 мл. Очень большой объем. То есть вообще цена на самом деле очень классная для таких эффектных гель-лаков. Итак, наношу таким же образом, равномерно. И сейчас уже камеру приближу во время примагничивания. В общем, положение магнита вы, я думаю, уже освоили, поэтому сейчас покажу, как вблизи у нас двигается магнитный гель-лак при примагничивании. Приближаемся. Так, и начинаю двигать магнитик. И сдвигаю примерно в серединку блик.
делаю то же самое снизу и оставляю такую точечку в серединке, которая при движении потом пальчика двигается сверху вниз. Все, отправляю в лампу. Ноготок точнее гель-лак на типсе я предварительно обезжирила для того, чтобы усилить эффект. Смотрите, здесь в данном цвете практически не видно блестящих вкраплений, что делает еще более магическим эффект такой классный. Ставлю в лампу. 1 минутку я сушу. Здесь у меня тоже уже обезжиренный. И следующий цвет, который я буду использовать, Элли Лаурель из коллекции Blaze Bale 03. Очень клевый. У меня как раз на ногте Микки Маус выполнен в этом цвете. Я, кстати, приклеиваю на флакон вот таким образом типсы на вот такую вот, на липкие подушечки. Они в канцтоварах продаются. Они вот в таком виде выглядят в упаковке. В моем аккаунте Instagram, здесь, правда, пылюка налипла, но это, в общем, не суть. В моем аккаунте Instagram я показываю, в общем, как выглядит упаковка от этих липких подушечек. Но можете самостоятельно их тоже найти. Очень удобно потом крепить типсы куда-либо, и в том числе на флакончики с гель-лаками. Так, следующий цвет у нас фиолетовый. Сделаю сразу же все близко, чтобы вам понаслаждаться, так скажем, эффектами этих классных кошек, которые покорили многих. Так. И теперь работаю уже магнитиком. Под углом двигаю блик также в серединку. Ну, смотрите по длине ногтей, соответственно, если ноготочек маленький, то вы не сильно двигаете. Но ваша задача сделать этот блик довольно маленьким. То есть вот если мы смотрим прямо, то он не должен быть крупным, иначе не будет такого яркого эффекта. Вот, смотрите, вот таким образом я сделала. То есть если мы вот так смотрим, то только немножко неровный, чуть-чуть вот так магнит поднесу. Вот. А если смотрим прямо, то блик у меня находится прям вот как полосочкой такой. Но при этом, когда я двигаю, он ходит у нас сверху вниз. Ставлю в лампу на минутку. Итак, мы с вами подготовили фоны, и теперь следующее, что нам нужно сделать, как многие догадались, это покрыть матовым топом. У меня матовый топ, один из моих любимчиков среди матовых топов, это топ от марки LAC. Матовый, без липкого слоя. Вот его артикул MT001. Для тех, кто переживает, что вот такие квадратные флаконы неудобные, снимается вот таким образом колпачок, и здесь вы получаете обычную крышку. Кстати, это прям мои любимчики по упаковке. Мне очень нравится, как они стоят в шкафчике. Всегда такое прям вот ощущение порядка создает. Очень легко их расставить между собой, вот, в отличие там, да, от какой-то необычной формы флаконов. Эти квадратненькие прям очень легко группируются, так скажем, вместе. И вот эта кисточка, на самом деле, она очень удобная. Мне нравится, что не длинный колпачок, и работать очень-очень удобно. Я хочу обратить внимание на удобность этих флаконов. Итак, в общем-то, беру наш просушенный типс и перекрываю матовым топом все 3 типса. Топ без липкого слоя, мы сейчас его покроем, высушим, и, собственно, можно будет приступать к рисованию. Покажу, чем рисую. Сейчас проделаю это со всеми 3 типсами и продолжим уже рисовать. Итак, теперь перебираемся с вами непосредственно к тому, чтобы нарисовать силуэты. И для того, чтобы их нарисовать, вам понадобится густой топ без липкого слоя. Если вы возьмете очень жидкий, то, соответственно, вам им будет очень сложно рисовать, он будет растекаться и не будет создавать вот такого классного объема, как здесь. Поэтому я использую для объемных дизайнов вот такой вот густой клей-топ. Он называется клей-топ, потому что в основном он разработан для того, чтобы крепить стразы, выполнять инкрустацию. Но мне очень понравилось делать им какие-то объемные барельефные дизайны. В моем аккаунте Instagram вы сможете найти очень много дизайнов, где я добавляю объем с помощью вот этого топа. Топ также от марки Элли Лаурель. Давайте посмотрим на его густоту. Он, собственно, очень-очень густой. Видите, такая даже тянется за ним густенькая такая вот капелька. Вот она, видите, даже не падает. Я его сейчас выложу на силиконовую палитру, для того, чтобы мне было удобно им рисовать. И пользоваться буду уже тоненькой кисточкой. Сразу положу с запасом, чтобы мне флакончик не возвращаться. Для рисования я буду использовать вот такую кисть
Рублев 5.0, колонок. И вот он артикул ДК-13Р. Тоненькая кисточка 5.0. Ею как раз-таки буду сейчас рисовать. Многие спрашивают, какая кисть, поэтому сразу же показала. Возьму сейчас поближе, для того, чтобы вам было видно, что я рисую. Приблизим еще и вот так. И я думаю, вот так вам будет уже отлично видно. Собственно, набираем на кисть вот этот густой клей-топ. Ну, это только название клей-топ, потому что он для страз. Я его в основном использую для барельефа. Ставлю капельку и двигаюсь снизу вверх. Рисую вот такую вот острую каплю. То есть мы начинаем с вами рисовать елочку. Затем набираю еще раз и добавляю как бы ей ширины с одной стороны и с другой стороны. Здесь не нужно стремиться к какой-то ровности, потому что сейчас мы все будем вытягивать. Заострила вершинку елочки. И теперь буду вытягивать как бы веточки. С одной стороны вот так снизу вверх, вытягивая петли. Раз, раз. Оп. Вытянули с одной стороны, поправили, где нам хочется. Смочила слегка кисть, чтобы она не была пустая. И вытягиваю с другой стороны. Сначала просто вытяну, а потом проверю, симметрично ли у меня получилось. В случае чего поправлю. В принципе, меня все устраивает. Вот здесь немножечко подправлю. И снизу елочки подвытяну. Откорректирую то, что мне не нравится. Вот такая получается у нас елочка. Если вы видите, что она немножечко как бы закосила, то это можно откорректировать. Правда, надо будет добавить немножко высоты. Не проблема. Раз. И все, и скорректировали. И она уже не косит, так как она получилась поначалу. Вот таким образом. Все. В общем-то, при желании вы можете добавить еще объема в нее. И отправляем в лампу на 60 секунд. Все, елочка готова. Посмотрите, как она клево переливается. Отправляю сушиться, и, в общем-то, все. Не нужны никакие художественные навыки, чтобы выполнить такой дизайн. Следующий по популярности был бокальчик, поэтому, собственно, его и нарисуем. Вот он. Для рисования бокальчика мы можем сразу же начать с рисования треугольника, примерно посерединке. Рисуем вот так прямую линию. Ну, линию ее сложно назвать, больше на колбаску похоже, потому что такая толстая. Теперь перпендикулярно спускаю вниз линию. Получается такая буковка Т. И соединяю вот эти два уголочка. С одной стороны и с другой. То есть сначала нарисую треугольничек, а теперь уже займусь тем, что его откорректирую. Раз. Эту линию тоже выровню. Ничего сложного. Можете нарисовать бокал по форме шампанского. Все, что вам захочется. Мне вот такой захотелось бокальчик. Собственно, вы можете и вензеля выполнить в этой технике. Можете какую-то надпись сделать. Можете сердечко нарисовать. В общем, все, что вам понравится. Нарисовали треугольничек, откорректировали. И после чего я уже рисую ножку. Раз, кончиком кисти. Ножка есть. И полосочка снизу. Все, бокальчик готов. И здесь немножко хочется мне подправить еще. При желании, опять же, добавляем объем. Опять же, зависит от того, насколько у вас густой топ. Если он позволяет это сделать, то делайте. У меня топ густенький, возможность такая есть. Немножко подожду, чтобы он выровнялся. И ставлю в лампу на просушку.
И следующий вариант это будет Микки Маус. Собственно, у меня такой же нарисован на большом пальчике, но без веревочки. То есть здесь веревочка создает имитацию того, что это елочная игрушка Микки Маус. Но получается, без этой веревочки дизайн будет актуален в любой сезон. Вот у меня фиолетовый типс. И первое, что я делаю, это рисую кружочек. Просто ровный кружочек. Набрала хорошую приличную каплю. Если будет капля маленькая, то, соответственно, будет неудобно прорисовывать круг. Подталкивающими движениями формирую кружочек. Вот таким образом. Если топ будет жидкий, то он не даст вам возможности нарисовать круг. Будет растекаться, и, в общем, это будет все очень сложно. Но я считаю, что у каждого мастера в арсенале обязательно должен быть вот такой густой топ, потому что сейчас в моде минимализм. А в стиле минимализма очень много можно дизайнов сделать, используя как раз-таки вот такой вот густой топ. И играя, но на контрастах, то есть сочетая матовый фон, какие-то глянцевые узоры и так далее. Причем в моем инстаграм вы сможете найти очень много идей, которые сможет повторить абсолютно любой мастер. В общем, смотрите, просто кружочек. И теперь уже рисуем ушки. Ушки, на самом деле, они не очень-то и круглые, они вот такие вот овальные. Некоторые, когда рисуют Микки Маус, они рисуют такие круги. И получается не очень-то похоже на Микки Маус. Поэтому делаем такие вот овальчики. Хотя, конечно, разные бывают картинки, смотря с чего вы срисовываете. Разный ракурс есть у Микки Мауса. Но лично мне больше нравится, когда ушки вот такие вот овальные. Смотрите, вот одно ушко. И второе. Конечно же, они не должны быть маленькие, потому что тогда он будет выглядеть как медвежонок. Наша задача сделать ушки крупными. Как, собственно, и задуман Микки Маус. Так. Вот они, собственно, ушки. При желании, опять же, можно добавить объем перед тем, как сушить, но добавлю я его только вот сюда, в голову. Не буду добавлять к ушкам. Можно оставить так, можно добавить ниточку. Для того, чтобы добавить ниточку, кисть я слегка вытираю, чтобы на ней не было много топа. И уже самым кончиком рисую нитку. Все. И отправляю в лампу на минутку. После выполнения таких дизайнов ничем больше покрывать не нужно, тем более, что если вы покроете, то вы потеряете весь эффект, а весь эффект здесь строится как раз-таки, во-первых, на кошке, во-вторых, на игре контрастов, на играх матового и глянцевого топа. Вы можете рисовать какие-то другие силуэты в этой технике, это могут быть цветы, вензеля, узоры, надписи, в общем, даже геометрия какая-то, совершенно все, что угодно, то, на что у вас есть какие-то способности, все, что захотите. Если вам был полезен мой урок, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал YouTube и на мой инстаграм artnikitина.ru. Там практически каждый день выходят новые мастер-классы и целая куча полезной информации, очень много дизайнов, которые смогут повторить даже совсем новички и те, кто не умеют рисовать. Всем спасибо за просмотр, буду рада вашим комментариям под этим видео.